Всем привет! Меня зовут Наталья. Добро пожаловать на мой канал. Любой обзор бренда Chanel в этом сезоне, друзья, я думаю, будет неполным, если не сказать о случившемся громком ажиотаже в парижских магазинах модного дома. Бутики оказались больше похожи на площадку перед концертом. Очереди, вспышки камер, редакторы, байеры, модели знаменитостей, готовые ждать часами. И все это ради той самой пары туфель или сумки, которая нужна вот прямо сейчас. Да, за последние 20 лет фэшн-индустрия, пожалуй, не видела подобного фурора вокруг дебютной модной линейки. Матьё Блази не просто предложил новый взгляд на легендарный французский бренд. Он его буквально встряхнул, оживил, заставил опять быть самым желанным. Поэтому неудивительно, что презентация коллекции Chanel осень-зима 2026-2027 стала одним из главных событий марафона показов недели моды в Париже. Место действия традиционно – дворец Гран-Пале, который, как всегда, удивляет. На этот раз пространство для шоу превратили в строительную площадку. Высокие разноцветные экраны, металлические конструкции, свет прожекторов и, что немного неожиданно, голографический подиум. Будто кто-то взял детали из детского конструктора и соорудил вымышленный индустриальный городок, в котором жизнь кипит и где всегда можно встретить одну из героинь дома Chanel. На вопрос «Почему стройка?» у дизайнера прозвучал простой и понятный ответ. «Меня интересует идея создания мечты, когда работа кипит, когда все еще в процессе». И в этом новый креативный директор бренда, как мне кажется, совершенно прав. Ведь мода – это не финальный результат. Она не бывает абсолютно готовой, без вариантов, без мысли, тут бы еще чуть-чуть доработать, здесь слегка изменить. Как основу нынешнего гардероба Блази выбирает тему трансформации с ее цепляющей метафорой о гусенице и бабочке. За кулисами шоу он цитирует фразу Коко Шанель из далеких 50-х, согласно которой Габриэль заявляет: «Нет ничего удобнее гусеницы и ничего более подходящего для вечера, чем бабочка. Нужны платья, которые ползают, и платья, которые летают. Бабочка не ходит на рынок, а гусеница не едет на бал. Будь гусеницей днем и бабочкой ночью». Поэтому в представленной сегодня коллекции дизайнер рассуждает о том, что каждая женщина нуждается в соответствующей моменту одежде, как в практичных и комфортных вещах, так и в ярких вечерних луках. Лично мне такой подход очень близок. Красивые нарядные платья для ответственных мероприятий, для особых случаев – это здорово. Но нужно же еще в чем-то ходить на работу, забирать детей из школы. Потому я искренне ценю подход Блази, который создал образы на все случаи жизни. От твидовых костюмов и в пир, и в мир, до сияющих с эффектным декором для вечеринок. Тот же принцип дизайнер использует в аксессуарах. Маленькие изящные клатчи чередуются в коллекции с вместительными тоутами под крокодила, а кроссбоди с ремешком-цепочкой, которая сегодня еще и обзавелась двойным клапаном, всегда можно сменить на лаконичную замшевую или стеганую кожаную модель. Либо выбрать по случаю сумку причудливой формы, среди которых приметила для себя то, что отчетливо напоминает спелый гранат. Заметный акцент модельер делает на построение силуэта. Намеком на внимание к архитектурным формам стал не только сет-дизайн модного шоу, но и приглашение на показ в виде измерительной ленты с памятной надписью бренда Chanel. Как мы уже знаем, друзья, показ стартовал с черного костюма с юбкой, где верх больше походил не на строгий жакет, а на уютный вязаный джемпер, но смотрелся не менее элегантно. Далее шли твидовые двойки, которые дополняли то мужская сорочка на выпуск, то какой-то шерстяной кардиган. А еще были платья с мягкими складками и отсылкой к ретро-трендам ревущих 20-х. Развивая тему работы с пропорциями, Блази визуально вытягивает силуэт. При этом он словно роняет талию. Она будто съезжает вниз, оказавшись иногда довольно низко, на уровне бедер. Столь намеренный дисбаланс был вдобавок подчеркнут ремнями. В образах они выступали как графическая линия, с помощью которой зафиксировали всю конструкцию. В результате в подобных нарядах фигуры модели на подиуме выглядели более расслабленно, а классический силуэт Chanel словно намеренно разобрали и собрали заново. Я уверена, мои дорогие зрители, вы не оставите без внимания эти стильные аутфиты при дальнейшем просмотре. И точно не упустите этап превращения трудяжки-гусеницы в порхающую бабочку.
Тот самый момент, когда на подиуме появятся платья, собранные из разных отрезков ткани и щедро расшитые, казалось бы, всем, что было у дизайнера под рукой. В гардероб на предстоящий сезон Блази включает мерцающую бархатную комбинацию с люрексом и комплекты с пайетками-чешуей, создающий эффект декоратив. Он украшает края одежды рваной цепью и бахромой, создает плетеные вещи из сетки, не боится переборщить с плессировкой, цветовой палитрой и высотой облегающих сапог. Даже использует латекс в качестве декора либо основы нарядов. И, конечно, Матьё Блази не забыл о маленьком черном платье. Его обновленная версия стала заключительным аккордом в финале. Из струящегося, непритязательного трикотажа, максимально простое спереди, но с открытой низкой спиной, украшенной пышным черным цветком. «Вот что для меня значит Шанель», резюмирует креативный директор легендарного французского дома моды. А какие у вас сложились впечатления после знакомства с обновленным характером бренда? Я надеюсь, друзья, об этом мы узнаем из ваших комментариев к видео. Приятного просмотра, мои дорогие зрители! Благодарю за поставленный лайк и подписку. Всем красоты, вдохновения, совершенства, только ярких, позитивных эмоций и не скучного, солнечного настроения!